В этом видео мы рассмотрим настройки проекта GraphMacInf 3D. Принципиально настройки проекта можно разделить на две группы. Это настройки вычислений и настройки внешнего вида. Начнем с первой группы. Настройки вычислений находятся во вкладке «Настройки» в дереве проекта. Ниже в менеджере свойств появилось окно со списком параметров. Здесь также можно переключиться на некоторые настройки внешнего вида, но пока рассмотрим параметры вычислений. Настройки вычислений актуальны для решения прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки, а также для расчета топографической поправки и трансформаций, связанных с использованием истокообразной аппроксимации. Первый параметр – это вычислительное устройство. По умолчанию в программе в качестве вычислительного устройства используется центральный процессор. Если вы работаете с версией программы, которая подразумевает вычисления на видеокартах, а также ваш компьютер содержит видеокарту, которая соответствует требованиям, указанных в спецификации к программе, то вычислительное устройство можно переключить на видеокарту. При этом вычисления на видеокарте используются только при решении прямой обратной задачи на рельефе, при расчете топографической поправки и при расчете истокообразной аппроксимации, то есть трансформации с использованием истокообразной аппроксимации. Все остальные вычисления используют центральный процессор, независимо от того, что выбрано в данном пункте. Например, решение прямой задачи на плоскости всегда происходит на центральном процессоре, потому что в программе используется достаточно хорошо оптимизированный алгоритм, и вычисление даже на центральном процессоре происходит быстро. Если в качестве вычислительного устройства используется центральный процессор, то здесь также можно выбрать количество потоков, вплоть до максимально доступного. При этом мы рекомендуем выставлять не больше половины, и зачастую даже оптимальное количество находится где-то вблизи четверти от максимально доступного. Все, опять же, зависит от объемов данных, с которыми вы работаете. Если вы переключаетесь на вычисление на видеокарте, то количество потоков становится неактивным, и программа сама оптимизирует процесс распараллеливания вычислений. Далее можно выбрать поверхность расчета. С помощью данной поверхности можно задавать точки, на которых вычисляется прямая задача, а также точки, на которых задается наблюденное поле при решении обратной задачи. Есть два варианта, это либо константа, то есть горизонтальная поверхность, либо рельеф, если он загружен в проект. Если рельеф не загружен в проект, то можно работать только с константой. Если вы решаете прямую задачу на константной высоте, то можно задать высоту расчета, при этом отметкам выше нуля соответствуют положительные значения, несмотря на то, что вертикальная ось направлена вниз. То есть если вы, например, хотите решить прямую задачу на высоте 500 метров выше нуля, то здесь нужно указать 500 со знаком плюс. Далее можно выбрать компоненты, для которых решается прямая задача. То есть для гравитационного поля всегда вычисляется компонент ΔЖ. Для магнитного поля можно выбрать одну или несколько компонентов из 4 вариантов: ΔТ, ΔХ, ΔY и ΔЗ. И далее идет два пункта, которые распространяются только на решение прямой обратной задачи на горизонтали, то есть на константе. Если поверхность расчета – это константа. Первый пункт – это хранить эффекты, и он имеет следующий смысл. Когда происходит вычисление прямой задачи, то предварительно вычисляется некоторый оператор прямой задачи, с помощью которого далее уже рассчитывается гравитационный или магнитный эффект. И после того, как вычисления завершаются, оператор прямой задачи удаляется из оперативной памяти. Если вы снова запустите вычисления, то они будут происходить в то же время, то есть примерно то же самое время, которое происходили до этого. Собственно, мы можем проверить, решаем прямую задачу гравиразведки, перезапускаем и примерно столько же времени тратим. То же самое с магниторазведкой. То есть решаем прямую задачу, требуется какое-то количество времени, и если мы перезапустим решение, то мы потратим примерно столько же времени. Если же мы включим хранение эффектов, то есть хранение оператора прямой задачи, то он не будет пересчитываться при последующих запусках, если вы, конечно, не меняли геометрию модели, то есть параметры сетки или коэффициент расширения, о котором я дальше скажу.
то оператор будет храниться в памяти, оператор прямой задачи, и пересчет прямой задачи будет происходить быстрее. То есть вот мы запускаем прямую задачу, и теперь оператор прямой задачи сохранился, и пересчет происходит намного быстрее. То же самое с магниторазведкой. Первый раз рассчитываем, и после этого оператор прямой задачи магниторазведки сохранился в памяти, и теперь вычисление происходит намного быстрее. И, наконец, последний пункт в настройках вычислений – это коэффициент расширения. Он имеет следующий смысл. Когда происходит решение прямой задачи гравиразведки и магниторазведки на горизонтали, то плотностная и магнитная модель по осям x и y расширяется до количества ячеек, равному степени двойки. Такого расширения также происходит и при моделировании на рельефе, но там количество ячеек не меняется, просто крайние ячейки продлеваются. Здесь же добавляется именно количество ячеек, то есть, например, сейчас мы видим, что на плотностной и на магнитной модели 151 ячейка по горизонтальным осям, и это значит, что при решении прямой задачи модель расширится до ближайшей степени двойки в большую сторону, то есть 256 ячеек по осям x и y. И дальше уже будет происходить решение прямой задачи. Если вы будете увеличивать коэффициент расширения, то вы можете увеличить количество ячеек, до которого будет расширяться модель. Но это всегда будет степень двойки все равно. То есть с помощью коэффициента расширения вы можете задать минимальное количество ячеек. Например, если мы зададим коэффициент расширения равным 2, то тогда с каждой стороны добавится количество ячеек, равное 2 умножить на текущее. То есть по оси x у нас 151 ячейка, умножаем на 2, получаем 302 ячейки, и слева и справа добавится по 302 ячейки. То есть по оси x всего станет 755 ячеек. Аналогично по оси y. С каждой стороны добавится по 302 ячейки, тут 151 также умножается на 2, и всего получится 755 ячеек. И дальше уже это число расширяется до ближайшей степени двойки. Также отмечу, что при задании коэффициента расширения можно указывать и дробные числа, то есть вы таким образом регулируете минимальное количество ячеек, а дальше программа сама уже продлит до степени двойки. Продление до степени двойки нужно для того, чтобы значительно ускорять процесс вычисления. В частности, можно в качестве коэффициента расширения, например, 0,2 указать, и там дальше можно будет посчитать, какое минимальное количество ячеек будет у модели. Поставим 2. Получается, минимально модель расширяется по осям x, y до 755 ячеек, и в большую сторону ближайшая степень двойки это 1024. То есть мы увеличили достаточно серьезное количество ячеек, и теперь первый расчет прямой задачи будет длиться значительно дольше. Вот. Но, тем не менее, сейчас у нас стоит хранение эффектов, и потом пересчеты, они будут происходить также немножко дольше, но все еще быстро за счет того, что не нужно пересчитывать оператор прямой задачи. Итак, теперь, когда мы обсудили все параметры вычислений, мы можем перейти к настройке внешнего вида программы. Но сейчас, когда прямая задача пересчитается, мы еще раз убедимся в том, что при перезапуске вычисление происходит значительно быстрее. Сейчас полоса состояния есть, но она достаточно быстро пропадет, и мы видим, что гравитационное поле не поменялось, но на самом деле вычисления произошли. Итак, перейдем к настройкам внешнего вида. Как мы уже могли заметить, некоторые настройки внешнего вида также содержатся во вкладке «Настройки в дереве проекта». Здесь можно выбрать оформление светлое или темное. Также можно включить или отключить оси на 3D-модели, на картах и выбрать язык. Также некоторые настройки внешнего вида содержатся во вкладке «Настройки общие». Раньше здесь также содержались настройки вычислительные, но теперь они перенеслись в дерево проекта. Теперь через настройки общие можно поменять только параметры шкалы, и на самом деле среди всех параметров, которые здесь присутствуют, практически все дублируются в дереве проекта, не дублируется только выбор направления шкалы. Здесь можно выбрать шкалу для трехмерной модели, также задать шкалу для карты, инвертировать эти шкалы, то есть поменять цвет минимума, максимума местами, и задать направление возрастания значений сверху вниз или снизу вверх. Сейчас на картах малые значения подписываются снизу, большие сверху.
А на 3D-модели наоборот. Малые значения сверху, большие снизу, потому что указано сверху вниз. Мы можем поменять на снизу вверх. И теперь также на 3D-модели, как и на картах, красный цвет вверху, синий внизу. Большая часть настроек внешнего вида содержится во вкладке «Вид» и в дереве проекта. В дереве проекта можно настраивать визуализацию отдельных данных. И начнем поэтому с вкладки «Вид», где можно настраивать некоторые общие моменты. Например, через вкладку «Вид» можно настраивать размеры окон. Можно указать размеры вручную. Здесь можно указать пределы по осям. Например, мы можем сейчас указать, что по вертикальной оси нужно ставить значение от минус 5000 до 10 тысяч, и у нас значения здесь поменяются. Также можно размеры окон выставить автоматически, исходя из тех данных, которые загружены в проект. Также через меню «Вид» можно настроить соотношение вертикального и горизонтального масштаба. И тут имеется два варианта. Можно задать размер вертикальной оси относительно длины самой длинной горизонтальной оси. Ну, в данном случае они сейчас примерно одинаковые. И получается, если здесь выбраны пиксели, то как раз расстояние, точнее длина вертикальной оси определяется относительно длины горизонтальных осей. Если мы указали 0,5, то получается, что длина вертикальной оси будет равна половине от длины наиболее длинной горизонтальной оси. Если мы укажем, например, 0,2, то, соответственно, длина вертикальной оси примерно равна 1/5 от длины горизонтальных осей. Также, конечно же, через соотношение z к y можно задавать соотношение масштабов по расстояниям. В частности, здесь можно указать масштаб 1 к 1. Либо, например, можно растянуть вертикальную ось в 2 раза относительно горизонтального масштаба. Вернем к пиксельному соотношению и движемся дальше. Остальные пункты, которые содержатся в меню «Вид», также дублируются в дереве проекта, поэтому мы их дальше рассмотрим в дереве проекта. Но для начала рассмотрим один важный элемент, который называется срезы. По видимой 3D-модели можно менять положение граней, то есть можно поменять, например, положение левой грани по оси X, задать ей некоторую координату, например, выставить до 9000. Также можно менять положение верхней грани по оси Z и нижней грани по оси Z, ну и также можно регулировать положение граней вдоль оси Y. Теперь перейдем к рассмотрению настроек, которые имеются в дереве проекта. Повторюсь, что многие настройки, которые мы сейчас не стали рассматривать в меню «Вид», просто содержатся в дереве проекта. И пойдем по порядку по данным, начнем с сеточных моделей. Для каждой сеточной модели можно настроить цветовую шкалу, то есть можно выбрать цвет шкалы, можно ее инвертировать, то есть поменять цвет минимума максимума, и также задать предел значений. Например, мы можем в плотностной модели указать, что ее значения должны быть от 2,1 и до 2,5. Либо вернуть автоматическое выставление цветовой шкалы по минимуму и максимуму. Также для всех сеточных моделей есть общая настройка, которая находится во вкладке «Вид». Также она активна, если мы нажмем просто на сеточные модели. Здесь можно выбрать тип визуализации. В данном случае используется Voxel. Это более продвинутый вариант визуализации, благодаря которому доступны все следующие опции. Но также можно переключиться на старый вариант визуализации по плоскостям. Если же в качестве вида типа визуализации используется Voxel, то также можно настроить прозрачность модели. Значению 100% соответствует абсолютно непрозрачная модель, значению 0 соответствует полностью прозрачная модель. Можно выставить некоторое промежуточное значение и смотреть на прозрачную модель и видеть внутри нее некоторые особенности. Также модель можно обрезать по полигонам, имеющихся в списке геометрических объектов. В данном случае есть только один полигон, поэтому только по нему можно обрезать. Также модель можно обрезать по границам и по рельефу. Сейчас в проекте имеются границы, они есть во вкладке «Слои», и мы можем обрезать сеточную модель, например, по верхней границе и по нижней границе второго слоя.
Кроме того, видимую сеточную модель или видимый 3D-грид можно обрезать по значению. То есть можно указать минимальное и максимальное значение, по которым будет происходить визуализация, а все ячейки, которые не попадают по своим значениям в указанный интервал, они будут прозрачными. Например, мы можем указать, что значения плотности должны быть не меньше, чем 2,3, а все остальные ячейки должны быть прозрачными. И можем увидеть вот такое вот сложное распределение свойств. Точно так же можно ограничить и по верхней границе, например, указать, что до 2,35 должна быть верхняя граница. Аналогичные настройки имеются и для 3D-гридов, поэтому движемся дальше и переходим к слоям. Настройки внешнего вида слоя осуществляются через менеджер свойств, вкладку «Настройки». Здесь можно указать наименование границы. Можно включать или отключать визуализацию каждой отдельной границы. Отключение визуализации границ в целом осуществляется через панель инструментов по вот этой кнопке. Аналогично здесь можно включать-выключать сеточную модель, тела, разломы и профили. Вернемся к границам. Помимо того, что можно их выключать, также можно выбирать данные, по которым происходит раскраска. Раскраску можно осуществлять по глубине, по плотности и по намагниченности. При этом цветовая шкала может быть индивидуальная для каждого отдельного слоя, а также можно строить раскраску по общей цветовой шкале от минимума до максимума. Движемся дальше, переходим к телам. У тел есть общие настройки. Во-первых, тела можно включать и выключать на 3D-модели. Также можно включать и выключать их визуализацию на картах. И кроме того, на картах также можно подписывать название тел. Для каждого отдельного тела также можно указать имя и цвет. Можем, например, цвет сферы поменять на желтый. Следующий пункт – это поля. Для полей также можно настраивать визуализацию. Наблюденным и рассчитанным полям можно задать единую цветовую шкалу. Также можно задать пределы, по которым они раскрашиваются. И, кроме того, можно задать параметры изолиний. Изолинии можно включать и выключать. Ну, пока сейчас у нас не выставлены параметры изолиний, поэтому ничего не поменялось. Для них мы указываем минимальное и максимальное значение, по которым строится изолиния, и также шаг. Вот, и теперь они включились, и мы точно так же можем их включить. Кроме того, можно настроить цвет изолиний и толщину. Также отмечу, что при визуализации наблюденного и рассчитанного поля одной и той же компоненты, для рассчитанного поля можно выставлять цветовую шкалу по наблюденному полю, то есть минимум и максимум будут такие же, как у наблюденного поля, либо автоматически по своим пределам, либо задавать некоторые пределы вручную. Аналогичные преобразования, аналогичные настройки можно делать и с магнитным полем. Что касается переключения между полями, то это можно делать по нажатию правой кнопкой мыши на окне с картами. Следующий элемент, для которого можно настраивать визуализацию, это рельеф. Рельеф можно визуализировать на 3D-модели, и также можно его отключать. Кроме того, рельеф можно раскрашивать не только по своим отметкам, но и также по наблюденным полям, загруженным в проект. Кроме того, рельеф можно использовать для обрезки сеточной модели. Но сейчас у нас весь рельеф находится выше модели, поэтому это никак не повлияет, но мы можем его инвертировать. И если мы нажмем «Обрезать модель», то произойдет обрезка модели. То есть я сейчас по включению-выключению могу показать, что действительно на модели что-то меняется. Вот. И кроме того, данная опция «Обрезать модель» на самом деле играет важную роль при решении прямой и обратной задачи на рельефе. Если активирована опция «Обрезать модель», то тогда все ячейки, которые выше рельефа, не учитываются при решении прямой и обратной задачи.
При этом, если данная опция не активирована, то можно решать, например, прямую обратную задачу внутри модели. Движемся дальше. Следующий элемент – это карты. Настройки карт аналогичны настройкам полей, то есть также можно настроить цветовую шкалу и параметры изолиний. То есть у нас сейчас активна карта рельефа, мы можем выставить параметры изолиний в соответствии с минимумом, максимумом, либо выставить какие-то значения с запасом. И если мы откроем окно с картой, то мы увидим на ней изолинии. Далее идут разломы. Разломы можно включать и выключать на 3D-модели. Сейчас отключим все остальное, чтобы их было лучше видно. И также можно визуализировать проекции разломов на горизонтальную плоскость. Сейчас, опять же, для наглядности на гравитационном поле мы отключим изолинии и увидим, что есть несколько линий, которые соответствуют виду сверху на разломы. Движемся дальше. Аналогичные возможности есть для визуализации профилей. Их можно включать на 3D-модели, тогда будет визуализироваться активная сеточная модель. И, кроме того, можно рисовать положение профилей на картах. Аналогичные настройки есть у скважин, то есть также их можно визуализировать в объеме, подписывать на картах, то есть показывать их на картах и подписывать их название на картах. Вот. Также для отдельной скважины можно настраивать ее цвет и радиус, который используется при визуализации на 3D-модели. Например, можно сделать скважину пошире, и тогда будет ее лучше видно. И, наконец, последний элемент, для которого можно настраивать внешний вид, это геометрические объекты. Можно включить или выключить все геометрические объекты, которые имеются в проекте, и также по отдельности для них можно настраивать имя, включать и отключать отдельные геометрические объекты, то есть не обязательно выключать или включать вообще все, можно визуализировать только какие-то отдельные. Также можно настроить цвет линии, цвет заливки и прозрачность заливки. Значению 100 соответствует непрозрачная заливка, значению 0 соответствует полностью прозрачная заливка. Ну и кроме того, также каждому геометрическому объекту можно задать толщину линии. На этом мы заканчиваем рассмотрение настроек проекта, и в следующих видео мы перейдем к работе с данными и к моделированию.